Привет, я Саша Мирошниченко, многие меня знают под псевдонимом «Гвардеец». Я профессиональный спортсмен с опытом 15 и даже более лет, и при этом мне 32 года. Сейчас это видео будет о выносе RTS GTS, новый продукт бренда RTS. И сейчас я расскажу, почему я выбрал это название, какие были стадии разработки, тестирования и так далее. Поехали. RTS GTS. Что же это значит? Почему я выбрал название модели GTS? На стадии тестирования модели, даже, извиняюсь, на стадии разработки, когда мне была предоставлена возможность сделать свою про-модель, мы с Лешей договорились, и я предоставил идею, он технически ее подогрел, сделал, и моя задача была протестировать и назвать эту модель. И вот я долго ломал голову, пока тестировал, как же назвать так, чтобы это было броско, кратко и отражало всю суть самого выноса и формы, внешнего вида, сути. И мне пришла в голову идея назвать его GTS, потому что чаще всего GTS, это аббревиатура, расшифровывается Gran Turismo Sport обычно, и является по сути какими-то, если в переводе на русский язык, спорткары для путешествий. То есть это модификации, скажем так, спорткаров, усиление. Помимо этого, в нашем случае GTS значит гвардеец Tech-STEM, типа техничный вынос гвардейца. Вот, тоже аббревиатура GTS. Поэтому все сложилось удачно, и я решил назвать его RTS GTS. Звучит по 3 буквы. 3 буквы бренд, 3 буквы модель. Мне кажется, вообще супер. Второй пункт. Форма и внешний вид. Когда я пришел в бренд RTS, у них была модель V1. Вот она. Черный цвет, полностью full металл, прочный, стритовый, крутой вынос с определенными преимуществами. И вот на этой стадии я решил предложить Леше облегчить вынос, сделать его не менее прочным, но при этом, чтобы были какие-то ребра жесткости, может быть, но по максимуму облегчить. Хотелось бы какую-то парковую версию. И на этой стадии получился RTS GTS. Сейчас он у меня стоит на велосипеде, поэтому показывать я буду на образце, который я тестировал. Он почти ничем не отличается, потому что каких-то проблем мы в нем не выявили. Следовательно, буду показывать на нем. Сейчас на рынке BMX запчастей есть, по крайней мере в выносах, есть засилье тяжелых стритовых выносов одинаковой почти формы, они все ничем не отличаются и выглядят скучно. Поэтому, когда я сказал Леше облегчи вынос, он задумался, ему идея понравилась, он взял паузу, подумал, покрутил как бы 3D-модельку, поубирал металл кое-где и пришел вот к такой форме. Выглядит офигенно. Показал он мне сначала на 3D-рендере. Я сказал, блин, круто, можно попробовать. В итоге он отфрезеровал его. То есть получается, что фреза заходит сюда, сюда и вытачивает еще там внутри. Вот. При этом здесь сохраняются ребра жесткости. В самых нагруженных местах металла побольше, в самых ненагруженных местах металла поменьше. То есть здесь толщина небольшая также. То есть вынос потерял конкретно в весе, но при этом не потерял в прочности. И вот мне что нравится, почему мне нравится с Лешей работать и вообще нравится бренд, потому что Леха очень-очень заморачивается по каждой детали. Он ее продумывает со всех сторон, старается все моменты рассчитать, рассмотреть. И вот даже если во внешнем виде, если мы не берем вот эти вот фрезеровки сзади, которые выглядят пипец футуристично и красиво,
Какая еще деталь бросается в глаза? То, что здесь нету дырки. Чаще всего на всех выносах 4 дырки. Здесь и здесь. То есть болт заходит и выходит с другой стороны. Фактически это не влияет ни на какие параметры выноса. Он от этого хуже, лучше не держит. Но эстетически, визуально это, конечно, чуть ухудшает, потому что в этих местах чаще всего забивается грязь на болтах, потому что болты обычно в смазке, на них набивается какая-то грязь и так далее. Выглядит не очень эстетично. Вот, и Леха вот этот момент предусмотрел, и, казалось бы, вроде мелочь, да, смотришь на это, но по факту это очень-очень сложный технологический процесс был для того, чтобы все это прописать на ЧПУ, чтобы это все прорабатывалось и при этом не сильно увеличило, например, вес и так далее. Помимо этого, что хотелось бы показать. Сейчас у меня, конечно, вынос закручен, я не буду его раскручивать, но вот здесь это тестовые риски были. То есть на стадии проектирования мне, когда пришла еще версия V1, которую я показывал, мне не понравилось немножко, что здесь не было никаких рисок, здесь не было, точнее, ну, то есть была гладкая поверхность, вынос держал, но в определенных трюках, в определенных сильных нагрузках руль мог проскакивать. Да, я как бы не отрицаю, конкретно в моем случае у меня руль не новый, у него накатка, которая на руле есть, она уже не первой свежести, скажем так, но при этом я хотел добиться от того, чтобы от выноса того, чтобы он максимально держал этот руль. Следовательно, я предложил Леше сделать накатку, и ему эта идея также понравилась, но добавила заметной сложности в проработке и понять, то есть это нужен дополнительный инструмент, чтобы правильно нарезать эти пазы, скажем так, я не знаю, засечки, чтобы они были равномерные, чтобы они хорошо держали. Это огромное количество работы умственной в 3D-редакторе перед тем, как перейти к реальным образцам. Ну вот, в принципе, по внешней форме, я думаю, все. Что мне нравится, то что легкий вынос, он изначально проектировался под парковое катание, но с учетом того, что он держит все, что я ему, всю нагрузку, которую я ему даю, а я катаюсь не только в парке, но и в стрите, я считаю, что этот вынос достоин любой из дисциплин. Третий пункт. Основные параметры выноса. Для новичков и для тех, кто не совсем разбирается в выносах и в параметрах, которые он контролирует, давайте пройдемся по всем. Основной параметр – это у нас длина выноса. Вынос, вот конкретно RTS GTS, есть в двух длинах – 40 мм и 50 мм. Это длина от центра штока вилки до центра крепления руля. Вот. То есть вот эта вот длина. Следовательно, 40 или 50 мм. На что же это влияет? Это плечо, которое дает стабильность. Чем длиннее плечо, тем более плавно дергается руль, но при этом он более комфортно управляется, велосипед. То есть если у вас велосипед резкий, то есть конкретно вот в моем случае у меня довольно резкий велосипед, у меня короткие перья на раме, у меня он легкий, рама сама по себе короткая, следовательно, велик резкий. Я захотел себе добавить немножко контроля, чтобы велосипед чувствовался более комфортно в воздухе. Я поставил 50 мм себе. Это дает как раз комфорт в полетах, дополнительные какие-то скиллы на ноусмэнуэле, меньше вот этой дерготни будет. Вот. А если же у вас велосипед с длинными перьями, стритовый, длинный, условно, или вы летаете дирты на длинных рамах, может быть, имеет смысл поставить короткий вынос 40 мм. Руль
точнее велосипед из-за этого будет дергаться чуть резче, перед будет с меньшим плечом. Вот. То есть таким образом можно компенсировать. Естественно, вы можете поступить и наоборот, у вас резкий велик, вы можете поставить резкий вынос и делать 720 с банни-хопа, не вопрос. Вот. Каждый выбирает свое. Следующий параметр – это подъем выноса, то есть насколько руль крепится выше, чем край штока. И это 33 миллиметра. Стандарт. Вообще подъемы бывают от 10 до 35, по-моему, миллиметров. 33 миллиметра выбран Лешей не случайно, это почти верх. То есть сейчас в последнее время люди любят высокие рули, по крайней мере большие рули, но с учетом, что у вас подъем большой, вы можете поставить руль пониже. То есть я считаю, что это прям вот то, что нужно. Цвета: серебристый и черный. Выбран этот параметр был не случайно. Большинство людей, спортсменов наших, катаются или на этом цвете, или на этом цвете. За редким исключением, да, есть индивидуумы, которые катаются на цветных выносах, но основному рынку нужен один из этих цветов. И если уж вам приспичит, вы можете взять хром и покрасить его в любой момент, не вопрос. Следующий параметр – это крепление руля к выносу. Стандартное крепление 22,2 мм под обычные BMX рули, но с одним довольно-таки большим плюсом. В этом месте у нас есть засечки, про которые я раньше говорил. Это было моим предложением Леши. Я очень настаивал на том, чтобы сделать эти засечки для более четкой фиксации руля, потому что мне не хватало уверенности, скажем так, в том, что я приземлюсь, например, с фейки фронта, с которого нагрузка довольно-таки сильная, и очень часто получается перекрут, и ты прям полностью упираешься в этот руль и даешь очень сильную нагрузку, и руль может проскочить. Вот для исключения такого риска я попросил Лешу сделать эти засечки. Он продумал их и сделал. Сейчас они выглядят вот так вот. Это финальная версия. Леха их увеличил в размере. Конкретно эта версия в черном цвете, как вы видите, но она также есть и в хроме. Следующий параметр – это болтики. Казалось бы, обычный момент. У всех болты одинаковые, но не здесь. Почему? Потому что шляпка сточенная, конусовидная. Это болт из стали А2 с классом точности 70. Конкретно эти болтики титановые. И шляпка каждого болта обтачивается вручную и доводится до идеала. И эстетически ты внешне, если посмотришь, у него косая шляпка, конусовидная. И выглядит это внутри выноса очень красиво, без каких-то громоздких, здоровых, толстых болтов, точнее шляпок. Выглядит эстетично, очень красиво. Четвертый пункт. Прочность и тесты. Когда Леша разработал вынос, сделал его, он его отправил мне на тесты. И для меня стояла задача как можно лучше протестировать эту модель, дать максимальную нагрузку в нужных местах. И я посчитал то, что самые сильные нагрузки могут быть, первое, при прыжке с большой высоты. Я, конечно, не стритер, в каком-то громадном плане я не прыгаю с 50 ступеней, просто мне дороги мои суставы. Вот. Но я могу прыгнуть с саббокса с большого. Был клип, если вы смотрели промо-видео, то видели в Саранске я прыгал с саббокса, вынос выдержу. Другую нагрузку, которую я давал, это мои любимые фейки-фронты. С фейки очень часто перекручивает или не докручивает с фронта. И в зависимости от этой нагрузки ты или дергаешь руль на себя очень сильно, или очень сильно упираешься всем весом тела в этот руль. Следовательно, руль может проскочить. Этот параметр я протестировал, и на стадии как раз тестирования были вопросы к накатке к насечкам. И
мы с Лехой переработали весь этот вопрос. Получилась финальная версия, которая отлично держит вынос, точнее, отлично держит руль. И получается вообще супер. То есть любые фейки-фронты, которые я делаю, держат всегда, никуда ничего не проскакивает руль. И еще помимо этого я пробовал front bike flip, nothing front bike flip. Это когда толкаешь велосипед вперед, он делает сальто вперед, и ты его ловишь, приземляешься. Но бывают моменты, когда ты плохо его толкаешь, не совсем правильно, и велик летит очень далеко. И когда он делает половину сальто, он может упасть как бы на руль, на вынос. Ну да, скорее всего, там на руль или на колесо. И когда происходит этот удар, давление на вынос возникает очень сильное, потому что у меня проснулся сын, поэтому сейчас мы сделаем небольшую паузу. Я приду с ним, и мы продолжим. Итак, гвардеец теперь не один. У меня есть мини-гвард. Вот. Давайте следующий параметр. Это у нас номер 5, вес. У этой модели выноса есть 4 вида, ну скажем так, выносов. Вынос обычный на 40 мм, вынос обычный на 50 мм с обычными все болтами. И вынос на 40 мм с титановыми болтами и вынос на 50 мм с титановыми болтами. Вес выноса 50 мм, на котором, например, я сейчас катаюсь, на титановых болтах 230 грамм. Я считаю, что с учетом, что это очень крепкий вынос, по моему мнению, прям супер. 230 грамм для такого крепкого выноса – это огонь. Если вы ставите титановые болты, 230 грамм. Если вы ставите стальные болты на такой вынос, плюс 25 грамм еще будет. Вес выноса 40 мм, который будет короче, он меньше на 20 грамм. Следовательно, на титановых болтах 210 грамм, плюс 25 грамм на остальных болтах будет. И немаловажный параметр – это номер 6, да, Сень? Номер 6 – это у нас про гравировку был вопрос. Почему здесь гравировка RTS Empire, но нету гравировки GTS? Первый, RTS Empire – это изначально название фирмы, точнее бренда RTS. И мы решили это оставить как дань памяти, не знаю, потому что это какое-то дружное, скажем так, комьюнити, то есть RTS задумывался как какой-то дружный такой бренд, не массовый, а вот именно для ценителей, скажем так, BMX. Вот. По поводу GTS, почему я не решил делать GTS где-нибудь там сбоку или где-нибудь там снизу? Честно, я за минимализм, мне нравится, когда нету никаких надписей, нету никаких там значков и так далее. Поэтому я посчитал то, что конкретно в этом случае это будет даже плюс. Пусть останется RTS Empire, но GTS не будет изображен. Поэтому без какой-то гравировки GTS прекрасный, красивый вынос. Супер. И я думаю, последний параметр – это универсальность, номер 7. Как я уже говорил, вынос можно использовать… Где можно использовать, Сень? Его можно использовать во всех дисциплинах: стрит, парк, дёрт, флетленд, биг эйр. Вот, в любых. В большинстве из них я катаюсь, обожаю разносторонность, как это сказать. Когда ты умеешь кататься абсолютно везде, это круто. Когда ты не заморачиваешься только в одной дисциплине, ты только парковый райдер, но не умеешь там барс, банни, хоппа, условно. И вот с учетом того, что я катаюсь везде, я могу протестировать этот вынос везде. И в Big Air я его тестировал уже, в парке я его тестировал, в стриту я тестировал, Flatland я в Красноярске недавно тоже пробовал кататься, круто. Поэтому вынос суперский, подходит под все дисциплины. И давайте, подведя итоги, ну что могу сказать? Большинство параметров я уже назвал. Я считаю, что, по моему мнению, этот вынос очень-очень крепкий
даже с учетом того, что у него убрано огромное количество материала и выглядит на самом-то деле, для того, кто не знает, выглядит, ну, непонятно немножко, да. Некоторые ребята мне писали, что выглядит как будто ненадежно, но по факту здесь все это просчитано в 3D-моделинге на нагрузке и протестировано мной. Я тестировал его, ну, я реально старался, можете мне поверить. По итогу-то что я могу сказать? То, что на рынке выносов я считаю, что это революция, потому что дизайн, он чем-то напоминает профайл, но российского производства. И с учетом вот этой задней футуристичной фрезеровки, очень-очень красивой, вынос становится супер каким-то, не знаю, необычным для нашего рынка, потому что на рынке BMX выносов обычно там все кирпичи, они все цельные, они из алюминия 60-61, тяжелые, там по 300, по 350, по 400 грамм весят. А конкретно этот вынос дает свежий глоток нашей, скажем так, индустрии BMX. То есть я считаю, что это прямо то, чего нам не хватало. Поэтому покупайте. Это отличный подарок к Новому году. И я еще забыл один параметр по скриптум. Мне в комментарии писали, что вынос стоит немножко дороговато. Да даже, наверное, не немножко писали. На что я могу ответить? То, что цена, она установлена фактически. То есть она стоит... Этот вынос реально стоит столько. Вы когда покупаете технику Apple, я думаю, вы не думаете так сильно о цене, как вы бы думали, если бы столько стоил Android-телефон. Вы покупаете Apple, потому что это Apple. Вы покупаете Apple, потому что там определенные функции, вам нравится система iOS, например, и так далее. Тут это индивидуальный подход. Если тебе дорого, не покупай. Но я считаю, что это премиум-продукт отличного качества, с отличной продумкой, с отличной проработкой, внешне очень красивый, и это стоит того. Поэтому думайте, вы можете купить какую-то шляпу за 2000 рублей или купить офигенный вынос, который прослужит вам очень долгое время, я прям уверен. Выбор, я думаю, очевиден. Давай, Сень, прощаться. Скажешь пока? Скажи пока. Вынос, нравится тебе вот это? Я думаю, мы на этом закончим. Все. Интервью over. Всем хороших новогодних праздников и удачи в новом году, в 24-м. Всем пока.